Всем привет и добро пожаловать на очередное видео, где мы с вами будем просто делиться тем, что произошло в июне месяце. И это не на том уровне, на котором вы привыкли, возможно, смотреть такие видео, потому что я не миллионер. Я обычно смотрю всегда по галерее, потому что я ничего не помню, поэтому я всегда отматываю просто на начало месяца и смотрю, что вообще происходило, потому что у меня такое чувство, что каждый вечер, когда я ложусь спать, мне просто стирают память. На самом деле, я про это, в принципе, рассказывал в прошлом видео, и из таких самых главных, возможно, событий, которые в июне произошли, это было окончание первого года универа, учебы. Я про это ни слова больше не буду рассказывать. Если кого-то интересует, то вы можете посмотреть предыдущее видео. Я там довольно-таки в подробностях рассказал о том, как первый год прошел. Также в июне у нас, кстати, была довольно-таки хорошая вылазка с одной коллегой по работе. И мы решили, что нужно куда-нибудь выбраться, потому что погода хорошая, лето началось. Мы каким-то образом случайно попали в бар в одном отеле. Я очень давно в таких местах не находился, потому что я перестал вообще куда-то выходить, так сказать, по вечерам в люди. И очень, на самом деле, круто было на этом вайбе снова выйти в город, потому что там очень крутые виды, я покажу какие-то видео, которые я снял там. Самое красивое, конечно, это были цены на коктейли. И что мне очень понравилось в этом баре, у них, учитывая их цены, у них был слоган, что жизнь — это коктейль, пускай это будет типа коктейль высшего класса или что-то такое. Ну, как бы они понимают свою концепцию. И это очень было круто, потому что я очень давно не разговаривал, на самом деле, по душам с довольно-таки незнакомыми людьми, потому что мы как раз-таки в этом баре наткнулись на друзей моей коллеги, и мы очень долго там просидели, проговорили, после этого поехали домой. Самое крутое, что две девушки из этой компании, они были из Сингапура. Это очень круто было слушать про жизнь там, поскольку они к нам приехали как бы путешествовать в Эстонию, по всем городам прокатиться. И очень было круто, на самом деле, слушать это сравнение. Я в Сингапуре не был, а некоторые были, и мы начали спрашивать, что типа насколько это колоссальная разница в погоде, естественно, колоссальная. Но самое крутое, что я услышал, когда мы спросили, что типа насколько приезжать в Сингапур, они сказали, на 3 дня это будет достаточно, это даже будет слишком много, потому что там нечего смотреть. Я начал как-то задумываться об этом, потому что я не очень много путешествую. Моя такая планировка где-то 2 раза в год куда-нибудь съездить. И я начал думать, на самом деле, о том, что почему это настолько другое ощущение, когда ты в другой стране по сравнению с тем, когда ты живешь в этой стране. Потому что я тоже вспоминаю, когда, окей, это одна и та же страна, но когда я приезжал в город, в котором я сейчас живу, как сказать, турист, то есть просто посмотреть на город, это абсолютно другое ощущение было. И сейчас я понимаю, что типа, я ничего особенного не нахожу в этом. Кстати говоря, про путешествия, я наконец-то в июне купил билеты в Португалию. Я очень долго, на самом деле, хотел туда слетать, потому что в некоторых странах Европы я был уже. В принципе, все эти страны, они очень похожи друг на друга. Я немножко подустал от этой картинки, что ты приезжаешь, и у тебя один и тот же старый город с одинаковой дорогой, с одинаковыми зданиями. Может, я просто не по тем местам хожу, я уверен, что много чего есть посмотреть в этих странах, и я довольно-таки многие вещи смотрел. Картинка похожая. И где-то, по-моему, в Инстаграме я увидел фотки с поездки у кого-то с Португалии, конкретно с острова Мадейра, и я очень-очень сильно захотел туда съездить. Я очень боюсь, я никогда не летал очень долго, все такие поездки занимали где-то 3-4 часа максимум. Я очень сильно боюсь какие-то более длительные поездки, то есть 4 часа для меня лететь, это действительно максимум, я очень боюсь пересекать эту линию. И в итоге, чтобы хоть немножко как-то сгладить длительность этого перелета, я решил, что можно сначала будет слетать в Португалии в Порто, и оттуда как раз-таки полететь на остров Мадейра, потому что тогда перелеты не такие долгие. Я курящий человек. У меня зависимость. Я, правда, очень жду эту поездку, она будет в начале июля. Если вдруг кому-то будет интересно, я с удовольствием снял бы какое-нибудь видео. Также, говоря про события, у нас буквально пару дней прошли праздники, государственные праздники, где просто все уезжают на дачу, жарят шашлыки и бухают как черти. Мы также пару дней, наверное, выезжали на этой неделе, жарили шашлыки и просто отдыхали от городского шума. Я начал сейчас смотреть, и я вспомнил, что я буквально пару дней назад проходил концерт, что-то типа концерта /ярмарки по поводу как раз-таки этих праздников. И в рамках этого концерта, получается, там были всякие места с едой и аттракционы, и я кучу лет не катался на аттракционах. Наверное, буквально последний раз в 2016 году, лет 10 как раз-таки назад. Что-то в последнее время у меня настолько отключились все эмоции, я бы сказал, что мне захотелось немножко как бы повысить уровень своих эмоций, повысить уровень адреналина в крови. У меня с возрастом проснулся этот страх. Я даже не знаю, как это описать. У меня, получается, проснулось это понимание, что жизнь на самом деле, дорогая штука, и ее очень легко потерять, и, короче, я боюсь таких вещей, где что-то может пойти не так, какое-то происшествие случится, и я на тот свет отойду. Раньше у меня такого не было, мне очень сильно это мешает жизнь, потому что у меня какой-то страх перед смертью проснулся раньше. Если раньше через каждую секунду я говорил, чтоб я сдох, то сейчас
не надо. И, короче, да, у меня поднялся этот страх, и я пытаюсь этот страх через какие-то действия или через какие-то решения побороть. Короче, на аттракционах пошел покатался. Короче, от страха это немного мне помогло избавиться. Я пытаюсь просто на многие вещи, на которые я бы автоматом сказал нет, говорить да. Продолжаем с покупками. Я для себя открыл такое приложение, которое, я не знаю, где оно работает, где не работает, Vinted. Я заказал оттуда вот такую кофту. И чтобы вы понимали, у меня нет никаких брендов в шкафу, то есть у меня в основном шкаф состоит из одежды из Zara. То есть я особо никогда не покупаю брендовую одежду, я не знаю почему. Я пытаюсь найти какую-то альтернативу, которая довольно-таки в разы стоит дешевле, потому что, в принципе, она выглядит так же, и для меня в последнее время важен именно материал и как эта одежда сидит на мне. Одежда от дорогого бренда может сидеть очень плохо, и это выглядит как-то не очень хорошо, короче, как бы, ну, я именно смотрю по другим критериям и выбираю свою одежду. Но я очень давно хотел попробовать какую-то одежду от Ralph Lauren, потому что я очень люблю материал, потому что я в магазинах мерил, но меня очень душит жаба оплатить за кофту 200-300 евро. Я решил попробовать буквально заказать с Vinted. Она очень мягкая, она из шерсти, я просто тащусь от этого материала, она очень хорошо на мне сидит. И я не знаю, кто ее до меня носил, но очень хорошо она сохранилась. По-моему, я заплатил 35-40 евро где-то. Дальше, если двигаться по покупкам, я, наверное, после кучи разных попробованных парфюмов наконец остановился на любимых духах. Я просто вернулся к тому, с чего начинал. Я не знаю, зачем пробовал другие. Это абсолютно обычные духи Лакоста. Я очень сильно тащусь от этого запаха. Он очень свежий. Если кто-то когда-нибудь пробовал, вы знаете. Абсолютно простой запах. Он не сильно бросается. Ни один другой так не приглянулся. Мне есть запахи, которые мне нравятся, но мне они нравятся таким образом, что они находятся не на мне. И цена у него тоже, по-моему, где-то 70-90 евро, поэтому они не очень дорогие. Если мы рассматриваем как раз-таки в рамках дорогих каких-то духов, то эти, в принципе, очень по покладистой цене. Помимо этого, я в июне стал жертвой маркетинга, кто русский язык лучше знает, может меня поправить. Мне попалась реклама браслетов, которые носили, наверное, в начале 2000-х, по крайней мере, реклама так мне сказала, и я поверил. Естественно, не оригинальный этот браслет. Сейчас очень многие всякие маленькие какие-то производители ручной работы и так далее делают подколки под эти браслеты, абсолютно с другой концепцией, потому что раньше эти браслеты, я так понимаю, были, чтобы их носить с какими-то украшениями, настоящими драгоценными камнями, и как раз-таки от одних из маленьких таких бизнесов, которые производят такие вещи, наверное, заказывают с Китая, но ладно, будем верить, что они это вручную делают. Я купил такой браслет, я покажу вам отдельно видео, чтобы было удобно посмотреть, и фишка у них в том, что ты можешь отдельно заказывать каждую, типа, как они называются, звенья, то есть у них получается вот так вот снимаются каждое звено, можно поменять, заказать с рисунком или какой-то символикой, которая вам именно подходит. Очень классная штука. Мне очень нравится, как он выглядит, потому что он так выглядит по-летнему, и все-таки какая-то символика тоже в этом есть, потому что я заказал такие звенья, которые хоть что-то для меня значат, хотя здесь коты, и у меня аллергия на них, но я люблю животных. Если смотреть на музыку и контент, который я вообще употреблял в июне, то я очень много слушал новый альбом Оливии Родриго, на который я, кстати, снял реакцию, поэтому если кто-то не видел, я оставлю ссылку где-нибудь либо на видео, либо в описании, либо в комментариях, буду очень благодарен, если вы посмотрите. Charli XCX начала выпускать синглы к ее новому альбому, который выйдет в июле. Очень крутая музыка, очень не похожа на то, что она до этого делала, но с другой стороны, она наоборот двигается опять поп-музыке, хотя сингл назвал. Короче, я не знаю, что происходит, но мне это нравится. И по контенту, который я смотрел, мне очень нравится на ютубе смотреть всякие эти лайфстайл-видео. Я очень как-то подсел на одного блогера и на его девушку. Они оба снимают видео. Я не помню, откуда они оба точно переехали. По-моему, они переехали из Англии в Данию, и они сейчас как раз-таки в Копенгагене живут. Я не знаю, сколько уже, по-моему, год. Я не знаю, что меня так заворожило в их видео, но очень нравится их видео. Я оставлю ссылки тоже на них в описании, если кто-то интересно. Они очень комфортные, у него очень крутые собаки. У них очень такой искренний и добрый какой-то вайб. И, в принципе, мне кажется, что таким образом июнь как раз-таки и заключается. У меня особо на 3 последних дня июня сильных планов нету. Сегодня очень хотелось бы, на самом деле, вечером куда-нибудь съездить к морю, потому что я очень давно на берегу моря не был, и я по этому всему соскучился. В идеале посмотреть на какой-нибудь закат, если к этому времени я просто не усну, потому что закаты у нас сейчас в 10-11 часов вечера, а я уже вот так хочу. Поэтому я со своей стороны благодарю вас за просмотр. Желаю вам хорошего лета. Если кто-то также уезжает, улетает, уходит в отпуск в июле, то хорошего вам отпуска. Я очень буду благодарен увидеть вас в комментариях. Рассказывайте, что вы делали в июне. И если вы так же, как я, ничего особо интересного не делали, то смело пишите об этом в комментариях, потому что это очень искренне, потому что я тоже ничего не делал. И буду очень благодарен, если вы поставите палец вверх к этому видео. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока.